Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Турция сокращает импорт российской нефти Юралс, пишет Reuters. Турция является крупнейшим импортером российской нефти и третьим по величине в мире после Индии и Китая. В основном она закупает нефть Юралс и лишь изредка другие сорта. Что же пошло не так в момент фактической нехватки нефти на рынке? Александр, вам слово. Вы знаете, меня очень порадовало, как эту новость у нас многие подали, что действительно Турция отказывается от российской нефти. Ну, по всей видимости, мы можем сделать какой вывод? В мире нет дефицита, в мире полно нефти. Поэтому можно выбирать. Хотите, покупайте российскую нефть, хотите, покупайте любую другую нефть. В общем, все, что хотите, то и делайте. Однако, насколько мне известно, вот к настоящему моменту, когда мы записываем это видео, а мы записываем 31 мая, Ормузский пролив все еще перекрыт. Объединенные Арабские Эмираты, вопреки уверениям многих наших политологов, почему-то не нарастили добычу до каких-то невообразимых объемов, которые запрещались в рамках ОПЕК+. Далее, что мы видим? Мы видим, что в целом поставки через Ормузский пролив не восстановились. Мы видим в целом, что добыча не восстановилась. Мы видим движение в сторону понижения в сегменте потребления нефти. Но это движение все еще отстает от сокращения спроса. То есть снизилось ли потребление? Да, оно снизилось. Но спрос снизился кратно, прошу прощения, предложение снизилось кратно больше, чем спрос. Ну а как же тогда мир стоит? Мир стоит за счет того, что распродаются коммерческие, распродаются государственные запасы нефти, по крайней мере, распродаются теми, у кого эти запасы были. Всем ли хватает этих запасов? Нет, не всем хватает этих запасов. И в этих условиях предполагать, что Турция отказывается от российской нефти в пользу чего? Ну, во-первых, Турция действительно, если верить статистике, которую публикует Reuters, сократила, точнее, поставки российской нефти Юралс в Турцию сократились. При этом выросли поставки CPC, то есть КТК, смеси, которая поставляется Каспийским трубопроводным консорциумом. Собственно, потому она и называется КТК или CPC. Вот, это первый момент. Второй момент, который у нас отметили некоторые издания, которые перепечатали Argus и перепечатали Reuters. Притом перепечатали без некоторых оговорок, которые делали и те, и другие. И получилось настолько забористо, что складывается следующая картина. Мало того, что Турция отказывается от российской нефти. Знаете, вот Максим про это сказал. Но о чем Максим умолчал? Индия тоже отказывается от российской нефти. И Китай отказывается от российской нефти. Все отказываются от российской нефти, дорогие друзья. Какой кошмар. Но если мы почитаем не нашу прессу, а почитаем, во-первых, оригинал или хотя бы почитаем с учетом тех данных, которые публикуются нашими некоторыми изданиями, то складывается следующая картина. Во-первых, что касается Турции, то к чести Reuters они отметили, что произошло перетекание, если позволите мне такое слово использовать, российской нефти из Турции в Индию. И для понимания масштабов, Турция, конечно, занимает третье место среди покупателей российской нефти, но это третье место с таким огромным отставанием от первых двух, что напрямую их сравнивать невозможно. Там, знаете, недельные колебания на индийском и китайском рынке в поставках российской нефти могут быть больше вот этого сокращения, которое сейчас произошло на турецком направлении. То есть о чем говорится, что Турция сейчас там импортирует 161 тысячу баррелей российской нефти марки Юралс. Какой кошмар, какой ужас. А до этого она импортировала, 300 с чем-то тысяч. Для понимания масштабов. Индия импортировала в среднем где-то 1,6-1,7 миллиона баррелей российской нефти в прошлом году. То есть, да, Индия занимает второе место, Турция занимает третье место.
Но тут нужно сделать оговорку, что если Индии будет не хватать нефти из ее от ее традиционных поставщиков, а кроме России это Саудовская Аравия и Ирак, я слышал, у них какие-то проблемы сейчас возникли, то, наверное, индийские предприятия будут максимизировать закупки российской нефти. Потому что уже, опять же, мы читаем, опять, вот у нас некоторые издания, крупные, уважаемые деловые издания, публикуют 28 мая информацию о том, что вот новая лицензия США, новая, она уже не очень новая, ну ладно, поддерживала, конечно, поставки Юрлс, но, понимаете, китайский НПЗ сокращает закупки из-за слабой маржи. А часть покупателей в Индии и Турции все чаще выбирают альтернативные сорта. Вот тут, если вдруг автор вот этого текста меня слышит, какие альтернативные сорта? Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы и Кейс-Гуру Клип с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Просто из этого текста может сложиться впечатление, что альтернативные сорта – это сорта каких-то других поставщиков. А если вчитаться, получается, что вместо Юрлс берут КТК. Ну, конечно, КТК – это лишь частично российская нефть. Я бы даже сказал, по большей части это нефть казахстанская, но там есть все-таки и российская составляющая. И действительно, если КТК теперь идет не в Европу, я не утверждаю, что КТК не идет в Европу, но вот какие-то объемы КТК не доходят до европейских потребителей, а доходят до турецких потребителей, можем ли мы сказать, что, ну, как бы российская нефть конкретно от этого страдает? Ну, наверное, да, потому что вот, пожалуйста, покупатели в Индии и Турции чаще выбирают альтернативные сорта. И вот китайские НПЗ сокращают закупки. Более того, стоимость российской нефти Юрлс, я, извините, тут буду читать и возмущаться, с доставкой на западное побережье Индии в июле выросла на 0,4 доллара до 107,59 доллара за баррель. Это подсчеты Argus. Я бы не торопился, правда, особо радоваться, потому что всегда нужно делать оговорку. Нам важна не цена российской нефти в порту получения, а с точки зрения государственного бюджета Российской Федерации важна цена нефти в порту отправления, притом с учетом текущего курса. То есть курс рубля к доллару – важное значение, которое не стоит забывать. И если мы посмотрим на текущий курс рубля к доллару, мы обнаружим, что выгоды от столь высоких цен не столь однозначны. Ну, тем более Argus отмечали, что, скажем, поставки российской нефти Юрлс там в среднее значение за последние 4 недели составляют в порту отправления порядка 88-87 долларов за баррель. И я сейчас позволю себе
запустить самое страшное вообще орудие, которое только существует сейчас в мире, а именно калькулятор, и умножить текущий курс на вот эти 88, на вот эти $88 за баррель. Что же мы получаем? А мы получаем сумму примерно 6600 рублей, может быть 6700 рублей. Это больше, чем заложено в бюджет, но не намного. Чуть более чем на 1000 рублей за баррель. Это не говорит о средних значениях за месяц, которые дадут как раз-таки вот эту налоговую базу, из которой будет высчитываться налог на добычу полезных ископаемых на нефти. Это крупнейший налог, который у нас собирается с нефтегазового комплекса, ну вот в нашей стране. И второй по величине налог, который в принципе собирается. То есть будет ли больше? Да, больше будет, но не настолько, чтобы вот мы могли сказать, что вот, посмотрите, как здорово. Разница там в 1,5 раза. В долларах, да, в рублях, к сожалению, нет. Но, тем не менее, да, наша нефть торгуется по более высоким ценам, чем предполагалось. Это соответствует премии Date Brent, вот это вот 107,59 доллара за баррель. Это соответствует премии Dated Brent в размере $0,6 за баррель. Это что же? Наша нефть идет с премией. Ну да, в порту получения, да, она идет с премией. Где здесь признаки того, что в мире наблюдается какой-то избыток? Где здесь признаки того, что от российской нефти отказываются? Ах да, маржа снизилась. Ну, почитаем об этом. Интерес к нефти из России в Индии уменьшился из-за привлекательных предложений от поставщиков в Объединенных Арабских Эмиратах. Дорогие друзья, опять же, вдруг автор этих строк чудесных слушает этот наш выпуск. Добыча в Объединенных Арабских Эмиратах сократилась относительно квот ОПЕК+, из соглашения, в смысле ОПЕК+, уже более месяца назад вышло, ну, к моменту, когда вы смотрите этот ролик, вышли Объединенные Арабские Эмираты, вот уже месяц как. Так вот, добыча в Объединенных Арабских Эмиратах на 1 миллион баррелей и более меньше квот, которые были прописаны в рамках ОПЕК+. Потому что обеспечить поставки нефти в довоенных объемах Объединенные Арабские Эмираты сейчас не могут. А это, в свою очередь, означает, что если они кому-то предлагают нефть по дешевке, то этой нефти все равно меньше, чем было до начала боевых действий. Вы о чем, дорогие друзья? Ну, как бы это сенсационное известие, которое неплохо было бы раскрыть, потому что, ну, в таком виде выглядит так, как будто бы, ну, Объединенные Арабские Эмираты нарастили добычу и кому-то там зачем-то в текущих условиях предлагают по очень выгодной цене. Завершая этот наш выпуск, я предлагаю задаться вопросом. Как дела с теми 40% наших экспортных мощностей, которые, по утверждениям ряда СМИ, были уничтожены? Как дела? Неужели кто-то что-то неправильно прочитал, кто-то в рамках своего неправильного прочтения неправильно пересказал, и потом этот испорченный телефон начал гулять по телеграм-каналам, создавая у населения превратные впечатления о том, что же творится с нашей нефтегазовой отраслью. Да нет, не может такого быть, чтобы люди, которые что-то пишут, не пытались осознать то, что они пишут. Правда? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ну а на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.